Всем доброй ночи. Итак, я хочу вам подарить очередную партию заговоров, очередные заговоры на все случаи жизни, которые вам пригодятся. Я думаю, что со временем, когда это все соберется, еще раз, мы издадим еще одну книгу «Скоропомощник 2». Итак, вы знаете, друзья мои, бывает, что человек много зарабатывает, но у него ничего не остается. Или остается мало. Потому что этот человек постоянно тратит свои деньги на ненужные вещи. Его легко уговорить купить то, что он не особо хотел. Он почему-то поддается такому желанию, знаете, такое деньги в кармане горят, да? Вот не дают покоя. Есть какая-то определенная сумма, и вот прямо тянет их потратить куда-то. И человек тратит вообще на ненужные расходы. Либо так получается, что в жизни постоянно непредвиденные расходы ненужные, и человеку приходится постоянно тратить, да, закрывать эти дыры. То там платить, то там отдавать. То есть они возникают периодически. Или вот таким образом опять же уходят. И это ненужные затраты, потому что эти затраты вам ничего не несут. Многие умеют зарабатывать, но не умеют пользоваться правильно деньгами. Поэтому человек, который получает, может, зарплату 20 тысяч, может лучше жить, чем человек, который зарабатывает там 300-400 тысяч в месяц. Потому что тот человек, который зарабатывает 300-400, иногда порой вообще не умеет их тратить. И он может за один день их профукать, а потом весь месяц сидеть переживать. Поэтому, чтобы такого не было, чтобы жизнь не подкидывала вам ситуации, затрачивайте эти деньги в никуда. Либо чтобы у вас не было желания покупать вещи, которые вам совершенно будут не нужны. Вот вам заговор. Читайте этот заговор на свой кошелек. Откройте, положите на стол, можете ничего не зажигать, просто читайте этот заговор 3 раза. И все. Можете перед уходом куда-нибудь, можете раз в неделю это сделать, скажем так. И в течение недели вы увидите, что у вас значительно меньше ненужных покупок и значительно больше денег остается. Потому что часто мы понимаем, что очень много мы тратим абсолютно совершенно на ненужные вещи. На ту же самую еду, которую мы дома можем готовить намного вкуснее и лучше, мы предпочитаем тратить на улице, да, эти деньги и покупать такую пластмассовую еду, которая нам не дает ни здоровья, ни питания, ни силу. Но мы ради того, чтобы лишний раз себя не утруждать, делаем вот это. И, по сути, уходят большие суммы денег, уходят на вообще никуда, абсолютную пустоту. Давайте научимся их контролировать. Потому что можно собрать и купить нечто весомое, то, что вы хотите, чем вот как бы раскидываться ими туда-сюда. Итак, начнем. Читайте над кошельком от ненужных затрат. Сидит старик-богатей, смотрит прямо в мой кошель и считает денежки. Это на еду, это на одежду, это на радости или на сладости, а остальное под запрет. Хранить, беречь, приумножать. Ставит запрет старик-богатей на ненужные расходы. Нужные покупать, лишнее не замечать, деньги хранить, приумножать. Отсекает он от меня ненужные расходы. Деньги ко мне, деньги при мне растут и множатся. Аминь. Вот так читайте хотя бы раз в неделю или перед покупками, когда вы ходите, чтобы стоял запрет на ненужные расходы. Вы их просто будете не замечать. То, что вам не нужно, вы их не заметите. Вы нацеленно пойдете и купите то, что вам надо. И через некоторое время вы постепенно начнете понимать, что вот это лишнее барахло, которое вам вообще не надо, отходит в сторону. У вас интерес пропадет к этому. А значит, у вас останется в запасе столько денег, чтобы вы не переживали, не нервничали за завтрашний день. У многих людей внутричерепное давление и очень страшные головные боли.
И иногда бывает, что ни лекарства, ни как бы не помогают. В этом случае, естественно, нужно соблюдать определенную диету, не кушать, не пить то, что мешает этому, то, что поднимает это давление. В частности, вы знаете, что малина очень сильно поднимает, да, красное вино или черное вино. Еще есть такое черное вино. Оно прям не черное, но темно-красного цвета из черного винограда. Любое вино, но вот и разновидность этих вин, он очень быстро поднимает. Шоколад и прочее, прочее. Есть определенный запрет на определенные продукты. Если у вас внутричерепное давление. Внутричерепное давление – это давка на черепную коробку. Там набирается жидкость. И можно, конечно, есть лекарственные средства, которые помогают. Это мочегонные средства. Постоянно снижает вот этот уровень жидкости, который скапливается под черепом и давит на головной, на коробку. Это и есть внутричерепное давление. Но иногда, не иногда, а всегда лучше иметь низкое давление, чем высокое, потому что от высокого давления часто люди умирают от кровоизлияния в мозг и прочее, прочее. Поэтому вот моментально, чтобы себе помочь и убрать, понизить это состояние, когда под рукой нету никаких средств или они не помогают. Естественно, не нужно читать заговор, нужно скорую вызывать, если вам очень плохо. Но в любом случае, если у вас есть возможность прочитать, оно намного облегчит, а может и уберет полностью эту боль. Если вы каждый раз при вот знакомых симптомах будете читать этот заговор. Есть, я уже снимала ролик, где объясняла тайны заговоров. Можете посмотреть у меня на моих каналах. Я там объясняю, какие персонажи заговоров существуют, присутствуют, почему именно они, с чем это связано. Есть догматы, есть одна истина связана с другой истиной. В магии очень много разнообразия и очень много интересного. Так вот, была Катерина, которая считалась мученицей. Так вот, к ней обращались по разным просьбам, когда падучая болезнь была, эпилепсия, еще там разные разновидности болезней, которые мучили человека. Не убивали, но мучили. Считалось, что она, пройдя вот эти мучения, сама понимает человека и дает облегчение, помощь. Это дохристианская вообще-то мученица, но потом ее связали еще с одним именем, и как бы эти два персонажа слились воедино. Так вот, почему бы не использовать вот эти вот понятия того времени для того, чтобы создать заговор, который поможет человеку свои мучения убрать, скинуть с себя. Читайте до того, пока не закончится эта боль. Не успокоится. Можете 5 раз, может 7 раз, можете 10 раз, сколько надо. Но обычно после 3-го раза уже полностью исчезает боль. Солнце на восток, луна на запад, а мои слова к небесам. Там на черном острове лежит черный гроб. В том черном гробу лежит мученица Катерина. Поклонюсь я ей и скажу: «О ты, мученица Катерина, ты мучилась, измучилась, сними с меня мучения своей святой рукой, своим святым шепотом». Отшептала Катерина, сняла муки Катерина, лоб темечко не боли, мозг огнем не гори, мучения уйдите к мученице Катерины. С меня сойдите, меня оставьте. Аминь. Читать столько, пока боль не пройдет. Еще раз напомню, после 3-го раза обычно заканчивается. А это я хочу подарить людям, у которых большое хозяйство. Если вы хотите, если вы живете своим хозяйством, если вы продаете кур, гусей, там, скотину и так далее, как бы их приумножить, сделать так, чтобы некая сила пришла как защитница этого всего двора и как помощь в том, чтобы как бы ваше хозяйство стало больше, росло. В этих персонажах заговоров есть такой некий дед Сидор. Это не тот дед Сидор, чью козу там драли. Это другой. Так вот, дед Сидор, который был хозяйственный
по преданию очень хозяйственный, и в один момент он не смог сосчитать весь свой скот. Настолько их было много. Богатей был дед Сидор. Так вот, взять образ деда Сидора и создать такой ритуал. Любой ритуал со временем превращается в энергию и начинает работать. Но я имею в виду, что созданный профессиональный ритуал, это не уси-буси. Берете, переписываете этот заговор, выходите во двор к себе, смотрите на все ваше хозяйство, на ваших гусей, кур, коров, все, что у вас есть. Если у вас есть еще кролики, можете и кроликов туда добавить. Я просто читаю более так классически, да, более приближенное, то есть к хозяйству, то, что обычно бывает у всех во дворах. И читайте 7 раз этот заговор. Каждую неделю. Вот выберите один день в неделю. Ну, если опоздаете, ничего страшного. Раз в неделю читайте. Выходите, смотрите на них и читайте. И в скором времени ваше хозяйство будет не сосчитать. Их станет настолько много, что вы именно этими будете жить. Итак. Дед Сидор стоял во дворе, а двор широкий, а живности много, куры да гуси, свиньи да коровы, козы да овцы, цыплята да телята, гусята, поросята. Считает дед Сидор, никак не сосчитает. Цифр не хватает, сотни да тысячи. Полным-полно птицы, скота, счету нету. Вот и мне, как деду Сидору, считать да считать, да не сосчитать имущество свое, да хозяйство свое, да скот и птицу. Столько их, сколько капель в море. Аминь. И через, примерно вот так читая, через несколько месяцев вы убедитесь в том, что ваша скотина здоровая, всем на зависть, начинает у вас покупать, они размножаются, и причем эти детеныши, там, гусята, телята, кто еще там есть, остаются в живых, то есть меньше смертности среди молодняка и больше прибыли. Это очень нужный заговор. Запишите, кто в сельской местности, и кому это нужно, да, кто живет этим. И это будет просто для вас, как вам сказать, большой находкой. Итак. Бывает иногда, что у нас дурные мысли. Вот с утра встали, и как-то нехорошо. И вот где вот солнечное сплетение, там вот ноет какое-то ощущение дискомфорта, какой-то страх, какое-то предчувствие, что-то случится, что-то будет и так далее. Очень часто бывает, что некая сила, которая питается нашей энергией, нашей болью, страхами, нам внушает это все для того, чтобы питаться вот этой нашей энергией страданий и боли. Иногда бывает, что это не беспочвенно, да, скажем, поссорились дома или что-то случилось, и после этого у вас вот дурное состояние, неприятный осадок. В любом случае можно это начитать на воду. Вода должна быть, то есть открыта, вот бегущая вода, или речка, если у вас есть, или там источник. В конце концов, кран откройте и читайте на бегущую воду. Читайте это 7 раз. И ваши дурные мысли, предчувствия, во-первых, не сбудутся, потому что вот этот дух в древности называли вишуном. Это тот, который путает человека. Вот эти предчувствия, страхи, какие-то запутанное сознание, морок, ожидание чего-то плохого и прочее, это все называли одним словом вишун. И чтобы у вишуна ничего не получалось, читайте на воду 7 раз. Вишун, вишун, злобный голос, сила из ниоткуда, сгинь, уйти отсюда. Святой смойся, от нас скройся, слова твои не сбудутся, дурные мысли забудутся, страхи уйдут, смойся, вишун, сгинь да умолкни. Чего боюсь, то не сбудется. Вода смоет, унесет, потопит и вишуна, и страхи. Да будет так. А потом увидите, как сразу вам полегчает. И то, чего вы боялись, оно не сбудется. Как бы вы не были расположены верить, что это может случиться. Вот вам еще несколько нужных заговоров на все случаи жизни.
Пользуйтесь на здоровье. Удачи!